Всех приветствую на своем канале. Сегодня мы с вами будем вязать из остатков рафии. У меня есть вот такая вот рафия. 2-3 года назад я вязала из нее себе шляпку канатье. Ну и осталось здесь у меня полмоточка. И сегодня мы с вами свяжем такой кошелек-визитницу ажурным узором на пуговичке. Что нам с вами понадобится для работы? Для работы нам понадобится с вами остатки рафии, крючок, у меня это 3,5, и вот такая вот пуговичка. Пуговичка может быть любой, либо кнопочка, что угодно. Итак, приступаем к работе. Приступаем к работе. Так, берем рафию, делаем первую петельку. Первая петля, и теперь набираем 19 воздушных петель плюс петелька подъема. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 плюс 1 петелька подъема. Разворачиваем вязание, будем вязать вот за эти вот перемычки. Первую пропускаем, начинаем со второй. Первый ряд мы вяжем просто столбики без накида. Провязываем 19 столбиков без накида. Вяжем самостоятельно до конца ряда. Провязали 19 столбиков без накида. Так, разворачиваем наше вязание. Теперь будем вязать основной узор. Так, смотрите, набираем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И вот в эту вот петельку провязываем 3 столбика с накидом. Так, 2 петельки предыдущего ряда пропускаем. И в третью столбик без накида. Так, это у нас как бы была половина ракушки. Теперь столбик, делаем накид, пропускаем опять же 2 предыдущих столбика, и в третий будем провязывать теперь 6 столбиков с накидом. 3, 4, 5, 6. 2 пропускаем, опять в третью. Так, снова накид, 2 пропустили, в третью. Опять провязываем 6 столбиков с накидом. Шесть, 2 пропускаем, в третью. Так, и здесь у нас опять будет половинка. Делаем накид, 1, 2, и в третью, как раз вот в последнюю нашу петельку, будем провязывать 4 столбика с накидом. Все, первый ряд у нас готов. Разворачиваем наше вязание. Так, мы с вами будем чередовать первый и второй ряды. То есть первый ряд у нас получается 2 полные ракушки и 2 половинки. Второй ряд будет состоять из 3 таких ракушек. Так, смотрите, воздушная петля, столбик без накида. Делаем накид, и вот сюда, где у нас в предыдущем ряду был столбик без накида, вяжем 6 столбиков. 2,
2, 3, 4, 5, 6. Так. И вот сюда. 1, 2, 3. В третью. Чтобы закрепить посередине ракушки предыдущего ряда. Так, опять накид. Снова вяжем 6 столбиков с накидом. Раз, два, три. В третью закрепляем столбиком без накида. И еще одну ракушку здесь провязываем. Накид. Вот сюда. Так, и здесь вот сюда вот была наша косичка. 1, 2, 3 из 3 воздушных петелек. Вот сюда мы провязываем столбик без накида. Так, в третью воздушную петельку нашей косички. Вот таким образом мы с вами чередуем. Сейчас я покажу, как мы начинаем следующий ряд. Вот так мы будем чередовать. Первый, второй ряд. Вяжем необходимую нам высоту. То есть потом я, когда свяжу, я скажу, сколько у меня получилось, сколько необходимо, какой кошелечек. Так. Переходим на третий ряд. У нас снова будет 1, 2, 3 воздушные петли, накид и 3 столбика с накидом сюда же. 1, 2, 3. Здесь посерединке зафиксировали столбиком без накида. Все, тут целую ракушку вяжем. Вот так будем чередовать первый и второй ряд. Вяжем необходимую нам высоту. Пять, 6. 1, 2, 3. Зафиксировали столбиком без накида. Все вяжем самостоятельно. Потом расскажу, что надо будет делать. Так, я связала необходимую мне высоту. У меня получилось это 16 рядов рисунка. Либо, если мерить сантиметров от начала до самой высшей точки, это получается 19,5 сантиметров. Так, ширину получается, ширину 11,5 получается. Так, теперь с вами сделаем обвязку. Обвязку сделаем узором рачий шаг. Смотрите, вот на этом этапе последний ряд связался. То есть, когда у меня 3 полные ракушки, вы тоже делаете так, потому что потом вот эта вот дырочка, она будет как бы петелькой, на которую будет закрываться кошелечек. Так, делаем воздушную петлю и вот таким образом вяжем назад узором рачий шаг, делаем обвязку. Каждую петлю вот так вот. Вяжем до конца.
Покажу дальше, как сложить, и будем соединять наши детальки. Так, смотрите, заканчиваем нашу обвязку. Вот провязали последнюю петельку. Я уже обрезала хвостик. Вот так протягиваем нашу ниточку, подтянули. И вот этот хвостик возьмем, протянем, спрячем. Ладно, я не буду показывать, как я его прячу. Просто спрячем и обрежем. Вот это, где у нас такая красивая обвязка, да, это будет лицевая сторона. Переворачиваем вот так наше вязание. На этой стадии уже можно будет сделать влажно-тепловую обработку. Прошлись утюгом на двойке. Через марлю я это делаю. Потом вот так вот складываем наш кошелечек. Я складываю так, чтобы вот это расстояние у меня было 7,5 сантиметров. Сложили, закрепим маркерами и будем сшивать. То есть на данном этапе делаем пока влажно-тепловую обработку, прячем хвостики. Так, вот как выглядит полотно после влажно-тепловой обработки. Я уже даже маркерами пометила, где я буду все это сшивать. Смотрите, складываем так, чтобы обвязка наша была вот с этой стороны. То есть, чтобы когда кошелечек закрывался, вот так он закрывался. Сложили. Вот здесь, как я уже говорила, у нас 7,5 сантиметров. Маркерами закрепили. И начинаем обвязывать. Так. Продеваем наш крючок. Обвязывать я буду простыми столбиками без накида. Хвостик пускаем сюда, мы его сразу вяжем. Делаем первый столбик. Так, и здесь у нас получается, как бы идем по периметру самой ракушки. Здесь делаем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. А вот сюда, в это отверстие, 1 столбик. То есть вот как-то вот так оно будет получаться. После, когда сошьем, еще раз все это прогладим. Хвостик не забываем, что мы ввязываем. Так, опять идем по периметру. Раз. Два. 3. И где вот это отверстие, сюда 1 столбик. Так, доходим до маркера. Покажу, как здесь сделать соединительную строчку. Итак, доходим до маркера, снимаем наш маркер. Так, еще закрепим здесь. Закрепили. А теперь пройдемся соединительной строчкой вот здесь по краешку. То есть просто через косичку вот так вот делаем соединительную строчку, чтобы край был более плотным. Сильно не затягиваем. Идем до следующего маркера и будем соединять остальную часть. Так, смотрите, прошлись строчкой отделочной. Снимаем наш маркер второй и соединяем эти две детали. Чтобы ничего не было натянутым, чтобы все было ровненько. Как и там. То есть по самой этой ракушке идем по 3 столбика, а в серединке 1. 3. Вот здесь 1.
Вот. Все, пройдемся до конца ряда, обрежем хвостик, и можно будет пришивать нашу пуговичку. То есть вот так вот у нас кошелечек складывается, пуговичку пришиваем вот так, чтобы сюда она у нас, ну я когда все пришью, я покажу, чтобы сюда она пролезла. Как бы это у нас такое вот отверстие для пуговички. Пришью пуговичку, тогда все покажу. Так, вот здесь, когда до конца довязали, смотрите, всю ниточку я уже обрезала. Вытягиваем хвостик и с изнанки его протягиваем и будем прятать уже с изнанки. Выворачиваем. Вот наша петелька, сильно не затягиваем. Вот, и там этот хвостик. Просто пройдемся здесь несколько раз и спрячем. Несколько раз прошлись, все, обрезали, спрятали этот хвостик. Все, теперь пришиваем пуговичку. Все, вот мой кошелечек и готов. У меня получился такой кошелек-визитница. Если делать другого размера, может быть вообще сумочка, клатч, может быть косметичка. То есть у кого на что хватит фантазии. Кошелечки очень маленькие, красивые, как какое-нибудь дополнение, ну, к любому подарку. Смотрите, легко собираются сюда карточки. Можно положить сюда денежку, все что угодно. Вот это у нас как петелька для пуговички. Немножко плотно сначала идет, но ничего, но потом со временем немножко потянется. Вот. Если вам понравилось мое видео, мой мастер-класс, ставьте, пожалуйста, ваши лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!